Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам показать вот такие сдержанные шары в красивом цвете. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для сегодняшней работы я использую шар диаметром 8 сантиметров. И на этот шар я беру отрезок ткани 28-29 сантиметров. Можно, конечно, чуть поменьше, но потом будет трудно здесь все уголки затягивать. Для бантика мне понадобится шаблон 9 сантиметров. Буду использовать стразовую ленту. Она у меня 1,2 миллиметра. И мне понадобятся ленты. И работу начинаю с того, что кладу шар посередине и поднимаю противоположные уголки. И просто вот такие складочки собираю вокруг шара ткань с одной стороны и с другой стороны. Если они тут чуть больше, чуть меньше, ничего страшного. Вот я их собрала, беру ленту и пару раз обкручиваю. И, конечно же, делаю узелок. Так неудобно на камеру. Так, сейчас затяну. Вот я тут затянула. Сильно затягиваю и завязываю 2 узелка. Узелки завязаны. Сейчас мы подтягиваем. Вот я говорила, вот эти 1,5 сантиметра. Очень удобно. Чуть ткань больше, но зато удобно хватать. И вот эти уголки дергать. И теперь каждую складочку вот так выправляем. Вы видите, все ложится ровно и красиво. И продолжаем работу. Вот так каждый сантиметр ткани все подтягиваем. Все подтянули. Еще делаем пару оборотов лентой. И делаем еще 2 узелка рядом. И сильно все затягиваем. 1. Придерживаем. И 2. И еще раз прорабатываем все складочки. Продолжаем. И теперь, когда все складочки проработаны, лишнее начинаем по чуть-чуть убирать. Аккуратно, не подрежьте вешалку. И вот так по чуть-чуть все лишнее убираем. Затем маленькими ножницами. И все вокруг подрезаем. Все лишнее подрезали. Теперь надо все хорошо запаять, чтобы ткань, все уголки держались вместе и ничего никуда не выскочило. Продолжаем работу. Тесьму мы будем подклеивать вот где у нас место шар склеивался. Оно чуть-чуть видно, но перед этим надо определиться с серединой. Вот так у меня будут идти вот эти ленты. Значит, вот здесь я буду подклеивать. Под бантиком будет склеивание вот этой серединки. Я вот отметила. И вокруг подклеиваю ленту. Она у меня чуть выше, но это ничего. Я затем все заполню стразами. И это будет красиво смотреться. Получается такая, как корона. Так, лишнее обрезаем. И все подклеиваем. Мои подписчики уже в курсе, как это делать. Ничего сложного. Вот здесь у меня будет бантик. И теперь вот по этому шву буду подклеивать стразовую ленту. Вот так прикладываю, чтобы все было ровно. Не отодвигаю никуда, просто придерживаю пальцем. И обратно возвращаю. И вот все получается вплотную. Теперь можно продолжить работу. Разворачиваю, чтобы мне было удобно. И наношу клей вот такие 3 слоя, 3 полоски.
И продолжаю работу. Вторую ленту стразовую не накладываем наверх, а от середины. Сначала прикладываем, смотрим, все ли у нас одинаково. Также пальчик не убираем. Если сдвинете, может получиться криво. Наношу на ленту клей. И также на край, чтобы склеить его вот сюда. И ровно укладываю. И продолжаю работу с одной стороны и с другой. Шар всегда держим вот ровно перед собой. Не так, не как-нибудь, а именно ровно. Тогда вам будет видно две половинки. Теперь я беру универсальный клей, не горячий. От горячего клея стразы потрескаются. Наношу вот на середину с одной стороны и с другой стороны. И все засыплю стразами. И даю закрепиться. У меня два разных бантика. В комплекте будет 4 шара 8 сантиметров, 2 с сердечком и 2 вот с такими бантиками. Бантики одинаковые, только у них разные серединки. Здесь у нас перетянута лентой, а здесь декоративная тесьма. Сейчас покажу, как их сделать. Я беру ленту, она у меня 38 миллиметров, и на шаблоне вот просто вот так 2 раза ее заворачиваю. Закреплю с одной стороны и со второй стороны. Только в этом случае я буду прошивать не по лицевой стороне, а вот здесь. И как правильно прошить бантик? Вот сюда делаем стежок, выходим вот здесь. Нам надо равномерно распределить ленту. Обязательно сделать середину. Вот у нас 4-й прокол, 5-й прокол. Так, следим, чтобы все ленты у нас схватились. Симметрично выходим вот здесь, как на другой стороне. Вот. И еще один раз заходим. И вот здесь вот выходим. У нас должно получиться все симметрично и серединка. Снимаем ленту с шаблона. И вот так на столе затягиваем. Несколько раз прокручиваем. И, конечно, делаем закрепку. Подрезаем уголки. Здесь уже кто хочет побольше хвостики, кто поменьше. И все обрабатываем огнем. Ну и теперь нам надо серединку закрыть. Чуть-чуть клея сюда, чуть сюда. И складываем гармошку. И подклеиваем бантик. Подрезаю нужный отрезок ленты мне. Также складываю гармошку. Немного клея сюда, немного сюда. Укладываю красиво серединку и подклеиваю другой край ленты. И даю закрепиться. Подклеиваю бантик вот в месте, где у нас наша корона, вот вокруг верхушки. И бантик как бы сверху вниз посаживаю, чтобы клей ушел вниз, не вышел наверх. И даю закрепиться. Бантик подклеился, нам осталось закрепить сердечко. Сердечко у меня на такой липкой основе, но я все же добавлю немного клея. И ровно расположу. Так, тут чуть-чуть длинное, сейчас подрежу.
процессе работы всегда что-то корректируется. Так, пока подклеивается мое сердечко, можно обработать